Эмма Картер, сотрудница муниципальной службы, редко позволяла себе поездки без официального сопровождения. Но в этот день она решила остаться незаметной. На свадьбу подруги в Нью-Йорке она ехала в простой одежде, на старом мотоцикле, без охраны и опознавательных знаков должности. Дорога была ясной и тихой, асфальт блестел после утреннего дождя, а в воздухе чувствовался запах мокрого асфальта и бензина. На въезде в город дорогу ей перегородил полицейский патруль. Инспектор Дэниел Брукс, возглавлявший пост, остановил ее под предлогом нарушений отсутствия шлема и превышения скорости. Но Эмма по его взгляду и манере сразу поняла, что это не служебная проверка, а попытка самоутверждения. Ситуация развивалась стремительно. Несколько полицейских окружили ее, действуя грубо и с явным наслаждением от безнаказанности. Удары по лицу, рывки за волосы, силовые попытки затащить ее в патрульную машину сопровождались показной демонстрацией власти. Эмма, не раскрывая своей должности, позволила событиям развиваться, наблюдая, насколько далеко они осмелятся зайти. В полицейском участке на нее оформили ложные обвинения в неповиновении и нападении на сотрудника. Документы подписывались без колебаний, с привычной для таких случаев уверенностью, что никто не станет их проверять. Брукс распорядился поместить ее в камеру, считая, что ситуация под его полным контролем. Однако вскоре обстановка изменилась. В здание неожиданно вошел старший инспектор Майкл Харрис, а вскоре за ним прибыл комиссар округа. Проверка личности задержанной раскрыла правду. Перед ними находился высокопоставленный офицер, курирующий весь регион, известная своей бескомпромиссностью в вопросах закона. Эмма сразу же отстранила Брукса от должности и потребовала начать уголовное производство. Вскоре стало ясно, что его поведение было лишь вершиной айсберга. Расследование вскрыло системную коррупцию, поддельные протоколы, фиктивные задержания, исчезающие вещественные доказательства, связь с криминальными группировками и вымогательство у местных предпринимателей. Операция по зачистке оказалась масштабной. За несколько дней арестовали более 40 сотрудников полиции и нескольких чиновников, которые покрывали их деятельность. Улицы Нью-Йорка наполнились разговорами о произошедшем. Газеты и новостные каналы выводили заголовки о беспрецедентном разоблачении и женщине, которая в одиночку смогла сломать гнилую систему. Имя Эммы Картер стало символом справедливости и напоминанием о том, что закон обязателен для всех, независимо от формы, звезд на погонах или связей во власти. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.